Здравствуйте, друзья! Древний флот неизвестной цивилизации. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. В Сербии нашли древний флот неизвестной эпохи на глубине 7 метров в национальном парке. Все началось, когда экскаватор начал копать угольный разрез неподалеку и наткнулся на окаменелости. Сразу же вызвали археологов. Те пояснили, что находка – это лодки возрастом в 70 тысяч лет. Возможно, времен Римской империи. Главная загадка в том, как они оказались здесь. Ближайшая река – Дунай, в 2 километрах от места обнаружения флота. Открытие может изменить не только страницы учебников истории, но и географии. В почве обнаружили следы глины, ила и древних ракушек. Возможно, 1000 лет назад здесь была река. Сербские археологи нашли деревянный флот неизвестной эпохи на территории археологического парка Виминациум. Это произошло случайно. Экскаватор, который работал в расположенном по соседству с парком угольном разрезе, вскрыл пласт глины, под которым оказался древний корабль. Доктор Миомир Короч, директор археологического института и руководитель научного проекта Виминации, рассказывает. Телефон зазвонил около 10 вечера. В трубке я услышал голос господина Славковича из администрации шахты Костолац, который взволнованно сказал, что экскаватор наткнулся на что-то большое и что работа была немедленно приостановлена. Команда археологов немедленно выехала в поле. Часть кораблей напоминает римские суда, другие же сделаны в совершенно ином стиле. Прибывшие на место археологи во главе с директором парка Виминациум профессором Миомиром Корочем сразу же приступили к раскопкам. Рядом с кораблем длиной 15 метров и шириной 2,65 метра они нашли другие суда, как выдолбленные из огромных стволов деревьев, так и изготовленные из досок. Когда мы достигли этого круга света, мы не могли поверить тому, что увидели. Перед нами лежала корма корабля с веслом, оторванным ковшом экскаватора. Прожектор нацелил луч на откос, и примерно в 18 метров над ними мы увидели доски корпуса. Мы немедленно взяли инструмент, поднялись по откосу и начали копать. Почва была очень нестабильная. Под слоем песка мы докопались до глины и поняли, что она сохранила деревянную структуру, которую мы вначале определили как лодку. Когда взошло солнце, в откосе показались части других кораблей. Где-то ребра, где-то обшивка или доски палубы. Самый большой корабль длиной 15 метров и шириной 2,65 метра был найден на глубине около 7 метров ниже поверхности земли. Слои римского времени заканчиваются на глубине 2 метров, то есть по глубине залегания эти находки пришлось бы датировать 7000 лет назад, что совершенно невозможно. Поэтому мы послали чрезвычайно хорошо сохранившийся ствол дуба в лабораторию для определения его возраста с использованием метода углеродного датирования. Ученые очень удивились находке, так как расстояние от места находки до русла Дуная составляет 2 километра. До сих пор не было известно о том, что в этом районе когда-либо проходило русло Дуная или какой-либо иной реки. Тем не менее, об этом говорят залежи глины, речного песка и речных ракушек. Корабли расположены в порядке, напоминающем десантный. Создается впечатление, что они были мгновенно погребены и законсервированы под слоем ила и глины, рассказал Короч. Над древними судами есть речной песок и ил, но вообще остается непонятным, что это была за река. Русло Дуная находится на расстоянии 2 километра от этого места. Археологи утверждают, что речь идет даже не о высохшей реке Клепечка, протекавшей в этом районе до 19 века, и не о старом ручье Млава. Что еще больше сбивает с толку археологов, так это то, что вблизи останков судна нет мелких находок, предметов, которые использовались корабельщиками и могли бы указать на датировку находки. Местом находки является Виминаций, римский город, расположенный на востоке нынешней Сербии в 12 километрах от современного города Пожаревац. Некогда он являлся столицей римской провинции Нижней Мезии, штаб-квартирой ее наместника и лагерем 7-го Клавдия Легиона. Археологический парк Виминация занимает 450 гектар и содержит разрушенные храмы, улицы, площади, амфитеатр, дворцы, ипподромы и римские бани. Некрополь содержит 14 тысяч погребений. Здесь было обнаружено более 30 тысяч объектов, хронология которых простирается от IV века до нашей эры до V века нашей эры,
что делает его одним из крупнейших некрополей в римском мире. Еще одной загадкой стала глубина, на которой нашли древний флот. Если обычные захоронения древних римлян здесь обнаруживают на глубине 2 метров, то корабли находились на 7-метровой глубине, что соответствует возрасту в 7000 лет. Мы отправили древесину кораблей на углеродный анализ, ждем результатов в ближайшие дни, рассказал Корач. Это невероятно, как будто целый флот был поставлен на якорь, а затем внезапно ушел на дно, где и законсервировался. Здесь можно увидеть остатки очень разных сосудов. Одни напоминают остатки римских военных кораблей, но есть также остатки моноксилов, лодок-однодеревок, вырезанных из ствола дерева, которые римляне не использовали. Чтобы можно было предположить, что здесь произошло, нужно дождаться оценки возраста материала, говорит доктор Немания Мржич из команды археологов. На территории Сербии во времена Римской империи располагалась провинция Мизия со столицей в крупном городе Виминациум. Его население насчитывало 40 тысяч жителей. Виминациум был основан в 1 веке нашей эры. В 5 веке его разрушили гунны. Затем его восстановил византийский император Юстиниан. Окончательно Виминациум уничтожили славянские племена в ходе своего переселения на юг в VI веке. Куда же плыл и кому принадлежал этот таинственный флот из древних кораблей? Напишите в комментариях. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.